карьере Храбака восходит к 2006, наверное, к 2007 году, когда я жил еще в Свердловске, в Луганской области. Возникла у меня идея играть что-то медленное, мрачное и, по возможности, интересное, атональное, возможно, экспериментальное. Мне всегда нравилась музыка мелодичная. То есть, если я, грубо говоря, не могу себе в голове напеть ту вещь, которую я перед этим послушал, для меня она мало что значит. И вот я столкнулся с таким вот целым набором противоречий, с набором таких челленджей, вызовов личных. То есть я хочу играть что-то интересное, экспериментальное, но оно должно быть мелодичное. Я хочу играть что-то мрачное и медленное, но это не должен быть металл. Это не должна быть музыка, которая несет деструкцию, какую-то агрессию. Зачем? Это, наоборот, может быть очень такая созерцательная, интровертная музыка. И летом 2006-го я тогда менялся дисками с одним преподавателем в университете в США. Он мне присылал такие пакованы болванок. Очень много интересных групп я тогда услышал. И одной из самых понравившихся мне групп там была Godspeed You Black Emperor. Канадцы. Такие. И вот благодаря им я погрузился в мир пост-рока. Начал глубже копать и искать информацию. Благо тогда у меня появился уже интернет. Собственно, и появился первый мой компьютер. Стал больше подобной музыки слушать и с удивлением понял, что вот оно. То есть там все это есть. Когда я уже стал продумывать, какой будет состав, кто там будет на чем играть и как это все будет звучать, я понял, что этот состав не должен состоять из меня, скажем так, одного. То есть, если у группы будет какой-то релиз, значит, нужно этот релиз презентовать. Значит, нужен концертный состав. Как я тогда это себе считал, я думал, что вот да, я, наверное, возьму каких-то сессионщиков, мы с ними бахнем один концерт Храбака, вот такой вот, в честь там как раз 5-летия проекта, собственно. И опять я буду дальше заниматься Stone Jesus'ом, потому что, ну, что нам с того Храбака? Ну, Храбак и Храбак. Дела давно минувших дней. Состав изначально, еще в 2009-2008, когда я играл концерты, состав обычно был я на гитаре, ритм-секция, барабанщик, басист и скрипка. В первые разы мне помогала, собственно, скрипачка Флёр, Настя, которая уже давно не скрипачка Флёр, она, по-моему, уже даже в Одессе не живет. Другие несколько раз в Киеве, мне помню, помогал Даня, который играл с Nice Wings и Carus, такой очень крутой пост-роковой группой киевской. Поэтому и в этот раз мне нужна была скрипка. Но первым делом у меня нашлась ритм-секция. С басисткой Асей меня познакомил, собственно, басист Stone Jesus'овский Сид.
Вот. А барабанщица Наташа нашлась, собственно, через Асю. Когда она сказала, вот у меня есть знакомая барабанщица, и помню, я тогда пошел на какой-то концерт в Хлеб, по-моему, из This Will Destroy You, и мы в туалете просто столкнулись, я столкнулся с девушкой, которая говорит, привет, я Наташа, я буду играть у тебя на барабанах в Храбаке. И я такой, о, прикольно, хорошо. Вообще не понял, что произошло, но запомнил этот момент, думаю, о, прикольно, у меня будет женская ритм-секция. Интересно. Интересно. И требовался скрипач или скрипачка, потому что изначально я думал, что у меня как раз ритм-секция будет состоять из суровых мужчин, а на скрипке у меня будет нежное создание. Но этим нежным созданием оказался мой сотрудник Марко. Я думаю, ему понравится эта фраза. Причем, опять-таки, это вышло совершенно случайно, просто на работе у нас, там, где я работаю, прямо вот целый склад таких талантливых людей, и с ними периодически мы там обсуждали какие-то околомузыкальные вещи, там даже с некоторыми успевали поджемить. И вот самым таким, наверное, активным и приятным человеком был Марко, который пел, играл на гитаре, вот такой был очень позитивный, и музыкальные вкусы у нас очень совпадали. Ну и когда в конце концов я узнал, что он играет на скрипке, то я просто не оставил ему выбора. У 2012 році я тут стояв, працював, він підійшов, кинув мені 25 копійок, спитав, хочеш заробити 50? Я сказав, да, давай. І він мені показав, куди йти. Где-то год назад совершенно неожиданно мне написал Игорь и предложил играть в Храбаке. Написал мне по наводке своего басиста Сида, с которым мы немножко были знакомы на тот момент. Меня эта идея вдохновила, потому что про Храбак я слышала еще раньше от того же Сида. И, собственно, я за нее схватилась, и так мы начали потихоньку репетировать. С Игорем я была знакома достаточно заочно. Когда-то он мне предлагал поиграть, тогда не сложилось, и, соответственно, когда он потом решил все-таки собрать живой коллектив для Храбака, то, как он сам говорил, я была единственным вариантом, который он рассматривал. С Наташей я играла и раньше. В принципе, даже не в одном проекте. И когда я пришла играть в Храбак и увидела ее, это была действительно приятная неожиданность. Марка мы не знали, ни Ася, ни я совсем. И как-то так получилось, что на первые какие-то репетиции ему не удавалось попасть, и мы играли без него и уже думали, что там за загадочный скрипач у нас будет. Но потом, когда он пришел и влился в группу, просто душа компании, и так как-то сложилось, что собрались очень душевные, хорошие люди и делают то, что им нравится. И уже, я уже счастлива самому этому факту.
ХБК, обновленного именно в качестве группы, случился на том самом Робуст-фесте. Для многих это был в какой-то мере действительно первый опыт, я так понимаю, для Марка. Это был первый большой опыт выступления, потому что, ну, знаете, когда вы со своей группой дебютируете на фестивале, на котором выступают группы уже с историей и с именем, и в зале находится там под 200 человек, то, ну, тут сложно держать себя в руках. Но они справились с честью, с достоинством, мне кажется. И я думаю, самое главное произошло, мы выглядели на сцене группой. На передний план мог выйти и Марко, и Ася с какой-то ее интересной партией, и Наташа, которая тоже очень много работала над своими какими-то фишками, и они очень были слышны и заметны. И поэтому первый концерт просто вот получился таким заявлением, что все. То есть то, что я для себя понял в голове и решил, на первом концерте это было уже показано. То есть вот смотрите, Хробак теперь группа. У нас все серьезно. Это уже не интрижка. Первый концерт у нас был достаточно серьезным мероприятием. Мы выступали на Робуст-фесте. К концерту мы готовились месяца 3, наверное, готовили материал. К сожалению, у нас было не так много людей, как хотелось бы, но это была большая сцена, это было крупное мероприятие, и это были первые и достаточно позитивные отзывы о нашей группе. Ну и, собственно, сам концерт, возможно, где-то был слегка нервным, потому что первый, потому что мы еще никогда не выходили на такую сцену, особенно таким составом, но в целом, наверное, можно сказать, что все удалось, и это было хорошее начало для нас. Перед першим концертом, перший концерт у нас був на Робуст-фесті в Бінго. Прийшло валом народу, людей 2000, я не знаю, напевно, 500 мільйонів. Я не пам'ятаю вже точно скільки. В общем, в день нашего первого концерта у меня вообще была сессия, я сдавала экзамен. Я помню, что я их написала, и четкость не поприбежала, естественно, на сам концерт. Значит, я помню, что первые 4 раза было ты сама, Марко с сопилкой, мы все без Марка, Марко приходит на скрипку, 4-й раз Марко со скрипкой. Это все на томах. Разобрали 2/3, я спешу вас поздравить. Осталась еще самая последняя часть, которая...
И вот когда родилась идея записывать альбом, раз уж мы группа, то мы должны группой записать альбом, Ася порекомендовала такую студию, Липкий звукозапись. Ну, сам процесс записи довольно предсказуемый. Мы начали, конечно же, с барабана писать, потом сверху записали бас. И дальше там уже Игорь и Марко накладывали скрипки, гитарки, звуки всякие. Первый день записи это были, по-моему, 11 марафонных часов записи накопления барабана. Это было тяжело, и под конец дня я вообще с трудом понимала, что происходит, что я играю. Вот. Еще добавила своего то, что когда я записывалась, я играла под плейбэк, который мы с ребятами быстренько записали, просто чтобы держать форму произведений и сохранить динамику в процессе того, как я буду играть. Вот. И получилось так, что бэк не был записан достаточно хорошо, и там были расхождения с темпами. И тогда на выручку пришел Марко, который стоял и просто мне там дирижировал все. И я, ориентируясь на Марка и слушая то, что у меня в наушниках, как-то пыталась это сыграть, и в итоге получилось все очень даже неплохо. Спасибо, Марко. Наверное, самым интересным и необычным для меня опытом была запись интро к «Амнезии», когда я просто... То есть это была моя идея записать, так это вступление, именно что касается моей партии. И я попросила ребят со студии расставить мне тарелки и микрофоны над ними, так, чтобы были записаны исключительно тарелки. И я играла литавровыми палочками на них для того, чтобы извлечь именно тот специфический звук, который нужен был. И это, опять же, был тот случай, когда я записалась со второго дубля, потому что в первом дубле я неожиданно для себя уже в процессе записи обнаружила, что Игорь наиграл там еще лишних минуты 3 к этому интро, вот, и пришлось переигрывать второй раз. Ми довго грали цей матеріал вживу і вирішили, що пора його записати. Саме в такому складі, саме в такій інтерпретації, як ми його грали вживу. От. Процес запису був дуже-дуже класний. Люди, які нам з цим допомагали, дуже прошарені були і з усім допомагали. Вот. Скрипку записували в 2 потоки. Один чистим мікрофоном, а другий мікрофон з реверберацією. Кодова назва «Колодязь». В «Колодязь» грати було офігенно. Лично для меня запись в определенном смысле была стрессовая, потому что когда я писал гитары, у меня как раз были какие-то там нарушения с рабочим графиком, и я просто засыпал. То есть я играл свою партию, отыгрывал, и пока ребята ее там обрабатывали, прогоняли и готовили следующий трек для записи, я как раз минут 15 у меня было, чтобы вздремнуть. И точно так же почему-то у меня случилось, опять были какие-то сложности, какие-то были нарушения, какие-то были вещи. Точно так же было, когда мы записывали скрипку. То есть пока Марко записывает свои партии, я лежу на другом конце комнаты на кушеточке и так посапываю. И он заканчивает запись и спрашивает: ну як? Я говорю: отлично. А потом все-таки прошу, чтобы мне поставили, потому что я не помню, оно отлично или нет, потому что я его не слышал. Вот. Но запись, в принципе, прошла очень гладко, при том, что, как я понимаю, для многих это был первый серьезный студийный опыт. Вот. И сейчас с нетерпением ждем результатов этой самой записи. Все, альбом Храбака записан. Ура! Каждый раз, когда ты за это берешься и начинаешь играть, и понимаешь, что там столько всего, не потому, что там вы такие классные, а потому, что это суть музыки. Когда ты играешь, и когда ты ее разбираешь, когда ты ее пропускаешь через себя, ты понимаешь, что она бесконечна, и там очень много вариантов заложено всего, что может случиться что угодно. Такая очень приятная непредсказуемость. И вот когда ты играешь, ощущаешь всю эту непредсказуемость и понимаешь, что перед тобой просто бескрайние просторы, по которым вам идти, то тогда просто пропадают все мысли, которые могли у тебя возникать, например, 5 лет назад, что вот это никому не нужно, это бессмысленно, это бесперспективно. Пока ты сам в этом видишь смысл, пока вы в этом сами видите смысл,
В этом есть смысл.